Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы изучаем вложенные циклы. У меня в коде уже реализован некий цикл, вот такой вот, от 0 до 9 работает. При клике на кнопку он вызывается. Ну то есть вот так вот кликнул, и в консоли мы видим, как он работает. Данный цикл должен вам быть очень понятным. Но это еще не вложенный цикл. Если я хочу сделать вложенный цикл, то я сделаю следующий этап. Я внутрь этого цикла создам другой, второй цикл, вложенный. Вот таким образом. Вложенный цикл — это когда я один цикл вызываю внутри другого. Как в нашем случае есть отцовский цикл, вот этот, и внутренний, то есть вот этот. Заметили, как запись стала резко сложнее? Я добавил всего лишь такой же цикл, как вы уже знаете, но внутри другого. И все стало работать как-то иначе, как-то сложнее. Давайте изначально я кликну на кнопку и увижу, сколько наш цикл раз отработает. И мы видим, что он работает очень много раз. Если быть более точным, давайте я, знаете, вот такую вот пометочку сделаю. И наш верхний цикл будет работать от 0 до 4, внутренний от 0 до 4 также давайте. И кликну повторно. В таком моменте мы увидели следующую картину. Наш вложенный цикл отработал не 4 раза, а 16. 16 раз. Хоть по факту вот этот вложенный цикл и работает вроде бы 4 раза, но из-за того, что он находится внутри другого, его количество срабатываний резко увеличивается. По факту, при каждом вызове внешнего цикла наш внутренний вызывается заново, с нуля. Если говорить очень кратко, то внутренний цикл по количеству отрабатывает так. Количество вызовов внешнего цикла, умноженное на количество вызовов внутреннего. Например, наш внешний цикл работает 4 раза, внутренний также 4. Получается 4 умноженное на 4 это 16. Вот столько раз и отрабатывает наш внутренний цикл. Но такого понимания нам недостаточно. Сейчас будет самый сложный материал за все время нашего курса. Ну, он очень полезный. То, что я тут вам буду объяснять, потом повторю еще очень много раз, но другими словами и на примере других задач. Если вы поймете это хотя бы на 60%, это уже огромный успех. Так что готовьтесь. Так, как это вообще все-таки работает? Я сделаю вам диаграмму кода. Два комментария, вот таких вот, где я говорю, что у меня изначально i равняется нулю, переменная a также нулю. Начинается вызов. Ну, я нажал на кнопку, произошел вызов внешнего цикла, где у нас что происходит? Происходит сравнение. I меньше 4. В данной конструкции это у нас дает true, ну потому что 0 меньше 4, и у нас вызывается цикл. В консоли я вижу вот это. Окей. И идем дальше. Ниже вызывается внутренний цикл. Внутренний цикл также работает до 4, и получается из-за того, что это 0, запись дает true, отрабатывает тело цикла. В консоли я вывожу a. Текущее значение нашего a это 0. После этого отрабатывает a++. Потому что как работает цикл? Когда у нас отработало это тело, выполняется следующее действие — увеличение переменной на 1. То есть после этой строчки a равняется 1,
и выполняется это условие заново. Также дает true, отрабатывает ее тело. В его теле консоль 1. Далее опять плюс-плюс, изменение переменной до 2, условие дало true, поэтому отрабатывает консоль. Я вижу двоечку. После чего увеличение до 3, также отрабатывает в консоли 3. Когда я нашу переменную увеличу до 4, данное условие дает false. Не забывайте, что вот так вот это у нас false, вот это. А если было бы написано вот так, это true. Отличие. Больше от больше равно. Окей, из-за того, что условие дало true, этот внутренний цикл закончил работу. И как только он закончил работу, мы попадаем обратно во внешний. Во внешнем цикле написано следующее. То есть мы закончили тело внешнего цикла, и это значит, что отрабатывает вот эта строчка, которая что сделает? Увеличит нашу переменную I на 1. Будет вот так. Далее опять вызывается тело внешнего цикла, где первым действием это отрабатывает у нас вот эта консоль, а потом внутренний цикл запускается заново, с нуля, сначала, где опять 0. Из-за того, что опять 0, все эти процессы происходят заново. Отрабатывает тело внутреннего цикла, выводит в консоль текущее значение а текущее значение это 0. Далее увеличиваем до 1 и обратно консоль. И так оно отрабатывает, наш внутренний цикл отрабатывает, пока не дойдет до того момента, где это условие дает false. В нашем случае это тогда, когда будет равняться 4. Как только условие дало false, внутренний цикл опять закончил работу, и мы выходим во внешний. Во внешнем опять то же действие, где мы увеличиваем I на 1, то есть это уже вот так вот, и заново отрабатывает, во-первых, это консолька, вот так вот. Во-вторых, внутренний цикл начал выполняться с нуля, сначала, где опять 0. Задача тут внешнего цикла — это вызвать внутренний цикл. То есть каждый раз, когда вызывается внешний цикл, он говорит внутреннему начать свою работу сначала. Из-за того, что он начинает работу сначала, понятное дело, что количество этих вызовов будет намного больше, чем ожидалось. По итогу этой работы можно сказать так, что наш внутренний цикл будет работать до тех пор, пока внешний не закончится. Он закончится тогда, когда будет равняться 4, а это у него будет 4 вызова по факту. И при каждом вызове внутренний запустит заново. По итогу я получу вот такую отрисовку. Давайте проверим. Кликну. И да, так и видно, видите? Вложенные циклы очень часто используются в реальных приложениях. Давайте рассмотрим простой пример. Возьмем любой мессенджер, например, Telegram, WhatsApp или Viber. Когда мы открываем мессенджер, сначала мы видим что? Список контактов. Чтобы вывести этот список контактов, программа запускает цикл, который проходится по всем нашим контактам и отображает каждого пользователя на экране. Но у каждого пользователя есть собственная переписка, собственный список сообщений. Поэтому внутри каждого чата запускается еще один цикл, который уже в свою очередь выводит список сообщений данного диалога. Получается, первый цикл отвечает за отображение контактов, второй цикл — за отображение сообщений внутри каждого контакта. Именно так в программировании выполняются сложенные циклы. Один цикл выполняется внутри другого. Чтобы материал закрепить лучше, сделаем одну задачку. С помощью вложенных циклов я создам вот такую строку. Вот сюда ее вставлю. Вот так.
Нам нужно отобразить на экране вот это действие. Первое, с чего я начинаю решение, это с того, что начинаю думать, а сколько раз вообще должен работать внешний цикл и внутренний. То есть я начинаю с того, сколько кто раз работает. И в данной конструкции я вижу, что внешний работает у нас 3 раза, ну, для этих цифрок 1, 2, 3. Внутренний 5 раз. Окей, я перехожу сюда. Ну, давайте я это скопирую ниже, чтобы, если что, вы там могли посмотреть на него на паузе. Этот цикл начну переписывать. Он работает от 1 до 3. Это внешний. Внутренний цикл, в свою очередь, работает от 1 до 5. Вот таким образом. Сразу задам вопрос, а сколько раз в данной конструкции отработает внутренний цикл? Дам вам пару секунд подумать, а потом скажу правильный ответ. Правильный ответ. Наш внутренний цикл работает 15 раз. Внешний 3, внутренний 5. Логика умножения, ну как мы тут делали. Внешнее умноженное на внутренний получается 15. 3 умноженное на 5 — 15. Окей. Когда мы уже прописали наш цикл, можно переходить к решению задачи. Для задачи я также буду использовать переменную res, куда буду по итогу записывать результат работы каждого из циклов. Первое, что я сделаю, я добавлю в этот res номер вызова. Вот так вот. Пока что я использую логику только в первом цикле, и ниже буду выводить в консоль то, что у меня получается. Вот таким образом. Кликнем, и я вижу 1, 2, 3. Окей, но нам по задаче нужно, конечно же, немножко по-другому, немножко сложнее, и как минимум нужно добавить им пробел. Поэтому я сделаю вот так вот, и у меня добавился пробел. Вот. Хорошо. Далее. Внутренний цикл — это та штука, которая должна нам выводить вот этот набор. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Я сделаю строчку и под этот вывод. Это будет вот так. Кликнем повторно. И вот это уже получше. Но нам не хватает пробелов. Я добавлю пробелы. Это вот так вот. Выходит уже вот такая конструкция. Она ближе, но до сих пор не то, что нам нужно, потому что не хватает скобок. Окей. Если я хочу добавить скобки, то я для начала добавлю скобку, которая открывается. Далее наш цикл там отрабатывает, и в конце скобку, которая закроется. Вот так. Смотрим. Это уже намного лучше, хотя еще требуется коррекция. Первая из коррекций — это отступы. У нас после дужки, видите, должен быть отступ. Поэтому я его вот сюда добавил, проверил еще раз, и он отобразился. Отлично. Я поставил отступ специально после дужки, потому что наша двоечка, от которой должен был быть отступ, после дужки. Если бы я поставил перед, этот отступ был бы вот здесь, то есть перед пятеркой. Учитывайте момент последовательности, когда решаете задачу. Идем далее. И далее, если сравнивать, то вот давайте я скопирую то, что у нас сейчас получилось, а сверху это то, что нам нужно вывести. Смотрим, ну, в принципе, вроде бы и да, но при этом пробелы вот тут вот не в правильном порядке. Это тоже нужно исправить. Я понимаю, что для вас вот такой момент может казаться мелочью. Но в процессе написания кода мы неоднократно говорим о том, что любая мелочь, она важна. И если вдруг вам приходит задача, ну, такого плана, то вам нужно идеально ее выполнить. Как вам сказали, так и делаем. Если было сказано по задаче пробелы вот тут,
то именно так вам и нужно написать в ответе, чтобы пробелы были слева, а не справа, как у нас сейчас. Так что в будущем, когда вам будут давать рабочие задачи, вы также повторяете идеально то, что там было. Как минимум, это очень безопасно, потому что вдруг что-то не так. Ну, например, эту задачу решало 5 человек, и она какая-то, знаете, в 10 раз сложнее. И по итогу оно не работает или что-то сломано. Когда начнут проверять, что кто сделал, из-за того, что вы сделали все четко по таске, вам вопросов вообще не будет. Вы таки скажете: "Ко мне пришла задача, я идеально ее выполнил, все. То есть, что мне нужно было, я сделал". И да, это будет работать. Вы по, документации все написали верно, поэтому к вам претензий быть не должно. Если что-то не работает, это уже не ваша вина. По задаче вы сделали все верно. Поэтому при решении любой задачи внимательно смотрите, что нам нужно реализовать, и пытайтесь повторить идеально, как по задаче. Это отличная тренировка на будущее к вам, к реальным проектам. Окей, нам все-таки нужно что сделать? Пробелы поставить в другое место. Они у нас сейчас идут как справа, а должны были быть слева. Поэтому я беру этот пробел, который я написал справа, перемещаю его сюда, то есть слева. По итогу клик, и вот это уже то, что нам и нужно. Скопируем и сравним. Да, идеально повторили. Чтобы мы поняли, как это работает, я сделаю также и здесь диаграмму кода. Ну да, пропишу сначала комментарий. I у нас сначала 1, тут у нас А сначала тоже 1. Нажимаю на кнопку, вызываем. Первым делом отрабатывает что? Создание строки нашей пустой, переменной res по факту. Вот так вот ее значение у нас видно. И далее вызывается цикл. В этом цикле что? Происходит первый вызов, потому что данное условие дает true, так как наш I это 1. И выполняется эта строчка кода. Что она делает? Она, давайте тоже так вот скопируем, в res записывает 1 плюс дужка. 1 плюс дужка будет вот так вот, а потом вот это дописывается к прошлому значению res. Если мы помним, то я могу написать это более развернутой записью. Это получается у нас вот так вот. Прошлое значение res — пустая строка, поэтому пустая строка плюс 1 скобка, 1 скобка. По итогу я записываю в res вот это. Давайте, знаете, чтобы нам тоже было как-то более понятно, может, не все еще ориентируются в сокращенных записях, я перепишу это в развернутую. Окей. Когда у наш res перезаписался, то есть он уже вот такой, тело внешнего цикла продолжает выполняться. И следующее, что оно делает, это выполняет вложенный цикл. Он его запускает, потому что А у нас равняется 1, а если А1, данная запись дает true. И происходит вот это действие. Это действие у нас что? Берет прошлое значение res, это вот так, плюс пробел, плюс А это 1. Далее выполняется склеивание строк. При склеивании строк у нас, давайте вот так вот идет, плюс пробел, значит, я вот это убираю, плюс 1, и я убираю вот это. Получается вот такая запись. Эта запись перезаписывает переменную res, и она уже выглядит вот так. После чего тело внутреннего цикла закончилось и отрабатывает А++, что увеличивает переменную до 2. Оно по-прежнему true, условие наше, поэтому цикл выполняется заново. И при повторном выполнении res равняется уже вот этому. А двоечки. И в данной конструкции опять то же самое склеивание строк, где у нас добавляется вот так вот
пробел, и получается вот это я убираю. Далее двоечка, и двоечку убираю. И по итогу в res я записываю уже вот эту строку. Идем дальше. Дальше опять а++, значит, а уже равняется 3. Тело внутреннего цикла выполняется заново, где res уже вот это. А — это тройка. При такой записи что я сделаю? Пробел 3. Этот пробел 3, ну и в общем эта конструкция — это наше новое значение для res. Так оно работает и с четверкой, и с пятеркой. Ну, потому что 4 тоже дает true, 5 тоже дает true, а на 6 уже останавливается, так как это false. И получается, наш цикл работает до 5. По итогу, когда внутренний цикл закончит работу, я увижу вот это. Когда внутренний цикл закончил, у нас идет код выполняться дальше, а после внутреннего написано вот это. Также перепишу это в развернутую запись, чтобы нам было удобней. Эта развернутая запись, она у нас будет читаться вот так. Я беру прошлое значение res, это вот это, плюс закрывающая дужка. Получается вот так. И это наше новое значение для res. То есть по факту это только что был полный путь первого вызова внешнего цикла. Как только первый вызов внешнего цикла отработал, у нас наш внешний что делает? Выполняет логику i++ и увеличивает переменную i до 2, где все начинается сначала. А сначала это как? Это опять эта строчка, где наш res равняется уже вот такому. Далее плюс i это у нас 2, и плюс скобка с пробелом. Мы добавляем двоечку, это вот так вот. Дальше добавляем дужку, пробел, дужка. По итогу res уже равняется вот этому. Вот так вот сохраняем и идем дальше. Дальше во внешнем цикле идет внутренний. И что получается? Из-за того, что наш внутренний цикл начинает заново отрабатывать, i опять 1. И весь этот цикл действий пойдет заново. Где у нас что происходит? Опять выполнение тела внутреннего цикла, где res уже равняется вот такой штуке. Далее res плюс пробел плюс а. А это у нас 1. И получается вот так вот пробел 1. Это новое значение res. И что происходит? Опять а++. То есть, как только тело внутреннего цикла первый раз закончило выполняться, у нас происходит увеличение переменной а до 2, и это условие, как только дало true, заново начало выполнять наше тело, где выполняется опять эта же строчка, но в ней res уже равняется вот этому. Переменная а двойки. Ну и также получается пробел 2. По итогу это также работает до 3, 4, 5. И как только дошло до 5, наш внутренний цикл остановил свою работу. Далее, как только он ее остановил, происходит что? Отрабатывание этой строчки, и она в свою очередь что делает? Прошлое значение res, это вот это у нас уже, плюс скобка, пробел. Это вот так. И исходя из этого, вызов нашего внешнего цикла уже дал вот такой вот результат. Если наш цикл отработает еще раз, то это что? Это вот будет вот так вот, где вот вместо двоечки троечка. Если бы я добавил четверку и сказал бы, что наш внешний цикл работает от 1 до 4, то это бы произвело к тому, что
уже наш ответ выглядел бы вот так, где один и такой комплекс, 2 и так далее. Я кликну, ну вот видите, такой, в принципе, ответ мы и видим. Окей, заметили, как много здесь последовательных действий? Внешние циклы, да, это очень трудно, прям невероятно трудно. Как я говорил ранее, это самая сложная тема на данный момент у нас. Сложнее ее пока что не будет, но она крайне важна. Во-первых, вы научитесь правильно последовательно думать, потому что последовательность в обложенных циклах, она прям постоянно встречается в многих разных моментах. Также не забывайте, из-за того, что это невероятно сложная тема, если вы поняли хотя бы 60% от этой информации, это прям потрясающе. В процессе, когда мы пойдем дальше, через какое-то количество уроков, я рекомендую вернуться к этому видео и глянуть его еще раз. Информацию, которую вы поняли сейчас, при повторном пересмотре она может расшириться. Она и будет расширяться. Вы этот урок будете понимать уже немножечко иначе. Кстати, да, я ни разу не говорил, но курс построен так, что вы можете к любому уроку возвращаться через какое-то время. Из-за того, что я рассказываю все очень подробно, каждый урок для вас может пониматься немножко по-разному. Что имеется в виду? Если вы вообще ничего не понимаете, вы понимаете этот урок, ну, в одной манере. Если же у вас есть опыт, вы что-то можете писать и смотрите этот урок заново, то тот же урок вам будет пониматься уже по-другому. Вы для себя сможете открыть разные моменты, на которые раньше внимания не обращали. Так что и к этому уроку через какое-то время я рекомендую вернуться и просмотреть его еще раз. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.